Уходящий 2020 год американские журналисты назвали худшим годом в истории. Из других регионов мира такой драматизм выглядит несколько комично, однако для западного мира 2020 год в самом деле стал катастрофой. Пандемия коронавируса и глобальный экономический кризис сделали обрушение однополярного мира окончательным и необратимым. Для мировой политики 2020 стал первым годом 21 века. США утратили свою позицию мирового эталона. В 2020 году неуклонное уменьшение мирового могущества США сменилось его обвальным падением. Год начался с того, что мирового гегемона бомбили. Иран в ответ на убийство американцами своего генерала устроил бомбардировку американских военных баз, и ответного удара со стороны США не последовало. Пандемия коронавируса, которая ударила по Соединенным Штатам больнее всех в мире, показала, что США очевидно не образцовая страна и больше не может претендовать на глобальное лидерство. Завершение года, избрание президентом 77-летнего маразматика Джозефа Байдена при откровенном жульничестве в его пользу американского истеблишмента, системных СМИ и социальных сетей. Восток превзошел Запад. Тенденция на превращение Восточной Азии в центральный регион мира в 2020 году проявилась в убедительном превосходстве Востока над Западом в борьбе с COVID-19. Пандемия нового коронавируса началась с Китая, и при этом в самом Китае была остановлена в рекордные сроки. Уже весной, когда для остального мира история с коронавирусом только разворачивалась в полную силу, Поднебесная возвращалась к нормальной жизни. Экономические успехи Китая тем более поражают. Он уверенно идет к тому, чтобы занять лидирующую позицию в мире. Доля Китая в мировой экономике выросла до 17,8% в 2020 году. Атлантическая солидарность рухнула. Для НАТО и Евросоюза коронавирус оказался тем же, чем для Советского Союза Чернобыль. Пандемия приобрела характер моральной катастрофы, подорвала веру в союзников и союзы. Весной все оказались свидетелями того, как страны Европейского Союза воруют друг у друга на таможне китайскую гуманитарную помощь, восстанавливают границы внутри ЕС и отказывают эпидемиологически неблагополучным соседям в помощи аппаратами ИВЛ и врачами. Наиболее пострадавшие в Европе от первой волны пандемии Италии пришли на помощь российские войска радиационной, химической и биологической защиты, а не союзники НАТО. На постсоветском пространстве рулит Россия. Россия в 2020 году доказала, что без нее дела на постсоветском пространстве решать невозможно, и изгнала Запад из наиболее острых политических кризисов. В Беларуси политическая роль Москвы стала главной и определяющей для предотвращения нового геополитического взрыва в центре Европы, сравнимого по последствиям с украинским кризисом. Россия фактически была признана гарантом сохранения мира и стабильности в Восточной Европе. Осенью эта же ситуация повторилась и на Кавказе. Москва поставила точку в войне Армении и Азербайджана, выступив единственным посредником между Баку и Ереваном и единственным гарантом их мирного соглашения. Запад в лице Минской группы с участием Франции и США был выведен из процесса Нагорно-Карабахского урегулирования как заведомо деструктивный и недееспособный субъект. Также в конце концов будет поставлена точка в Донбассе. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, если хотите. Спонсируйте, ставьте лайки. Или дизлайки. И обязательно комментируйте. С вами были роботы Яндекса. Ермин. Алена Филипп. и Оксана. А также вся команда делового мира.